Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будет очень добрая история о том, как поисковая собака нашла огромного пса, просидевшего в болоте 2 дня. Тина был найден спасателями еще щенком и теперь проводит всю свою жизнь, возвращая долг. 2 года назад была обнаружена беременная немецкая овчарка, которая бродила по лесу штата Вашингтон. Джим Брэнсон, основатель благотворительного фонда помощи животным, забрал утерянную собаку. На следующий день она родила щенка, которого назвали Тина. Маленький щенок не знал об этом, но однажды он вернется в лес. На этот раз, чтобы спасти другую потерянную собаку, которая нуждается в его помощи. Тина рос и начал сопровождать учебные классы других собак, которых обучали искать и спасать. Вскоре Брэнсон заметил, что и у него появилось умение. «Он пришел на занятия, и мы оценили его», — сказал Брэнсон. Он хорошо проявлял себя и начал тренироваться. Он всегда находил потерянную собаку на каждой своей тренировке. Брэнсон принял Тина, и после 16 месяцев обучения он стал полноправным членом службы спасения животных. Поэтому, когда Брэнсону позвонили с новостью, что пропал глухой 11-летний великий Пиреней по кличке Пуппи, он знал идеальную собаку для работы. Утром в четверг хозяйка отправилась кататься на лошадях в лесу, и верный Пуппи с нетерпением последовал за ним. Когда женщина заметила его сзади, развернулась и направилась домой, но на обратном пути собака отделилась и потерялась. Добровольцы обыскали лес безуспешно. В полном одиночестве, в темноте, Пуппи не мог даже слышать, как спасатели зовут его. В субботу утром, после того, как пес пропал без вести, Тина и Брэнсон встретились с хозяйкой потерявшейся собаки в лесу, чтобы пройтись по их следам. Потребовалось 90 минут, чтобы хозяйка нашла место, где она в последний раз видела Пуппи, потому что в сумерках все выглядит по-другому, сказал Брэнсон. Как только я представил запах от комка шерсти Пуппи с постели к носу Тина, он бросился бежать по запаху. После 45 минут лазания по бревнам и кустам Тина привел Брэнсона и хозяйку Пуппи к болоту и не переставал лаять. Когда мы впервые увидели Пуппи, было трудно поверить своим глазам, потому что 2/3 его были погружены в грязь, сказал Брэнсон. Тина лаял на этого странного болотного монстра, пока не понял, что это собака. Брэнсон положил ветки на грязь, чтобы было возможно приблизиться к собаке, и стало понятно, что 70 килограмм собаки будет трудно достать из липкого болота. Я положил поводок Тина под Пуппи и попытался вытащить его, объяснил Брэнсон. Он застрял так сильно, что я не стал тянуть сильнее, боясь причинить боль его лапам. Муж хозяйки принес больше веревок и ремней, и они втроем тащили собаку. После того, как его достали из грязи, Пуппи повезли домой. Хотя пес был очень грязным, хозяева Пуппи были вне себя от радости, что его вернули, и поблагодарили Тина за хороший нюх. Тина всегда счастлив вернуть долг, поскольку его тоже спасли еще щенком. Нет ничего, что заставило бы Тина взволноваться больше, чем отправиться на поиски потерявшихся домашних животных и вернуть их домой. А его отец был самым